Привет, мои дорогие! Ну что, есть радостная новость, как уже показывают на картах, и в том числе и в Дипстейте, и не только в Дипстейте. Горлышко на Покровском уже закрыто. То есть в окружении остается Мирноград, а там огромное количество территорий, дорогие мои. Ну и дальше я уже буду рассказывать непосредственно вперемешку все, потому что я понимаю, что когда мы говорим долго о фронте, некоторые начинают засыпать во время этого. Сегодня такое будет немножечко с юморцом, но поначалу. Дальше уже пойдем уже в сухом остатке, что у нас идет, и в сухом, и в трезвом остатке, что у нас идет непосредственно по самому фронту. Ну, давайте начнем. У нас, вот, знаете, есть роман «10 негритят», да, от Агаты Кристи, а есть вот Сибига, который рассказывает, что против Украины воюет, дорогие мои, 36 африканских стран. По лицу он явно не тянет на Агата Кристи, я вам скажу, и на Агату Кристи. Это очень специфический фрукт такой. Ну, ничего, что против России воюют 52 страны, и в том числе также африканские. И что самое интересное, сейчас вот я буквально недавно читал, да, новость, что украинцы взяли в плен там 18 негритят. Ну и вот после этого начали, ну я в шуточной форме это говорю, и после этого вот Сибига начал рассказывать про 36 стран. 36 стран. То есть, я не знаю, что он поделил их на двое, этих африканцев, которые они там взяли. Там Рамафоса что-то против там имеет. Но сколько на стороне Украины воюют, они как бы об этом забывают, дорогие мои. Ну ладно, давайте не только этим сегодня, как говорится, знаете, Украина блистала, можно так сказать, и рассказывали, да, уходя в свой антикриз по поводу Покровска. Еще, дорогие мои, у них есть подозра для мэра Москвы Собянинова. Украина заочно объявила подозрение мэру Москвы Собянину, дорогие мои. Служба безопасности Украины собрала доказательства военных преступлений, совершенных мэром Москвы Собяниным. По данным следствия, он использует свой административный ресурс, чтобы способствовать войне России против Украины. Установлено, что с начала полномасштабного вторжения Собянин мобилизовал на фронт почти 90 тысяч москвичей, из которых более 70 тысяч были завербованы через московские пункты отбора на военную службу по контракту. Знаете, такое ощущение, что Собянин это гидра такая, да, которая может быть там во всех пунктах 90 тысяч. Вы представляете, он ходил, каждому повестку вручал, уговаривал каждого, мотивировал каждого, чтобы он пошел воевать, москвича каждому. Ну и опять же в антикриз у нас Укрзалізниця. С 1 декабря стартует программа бесплатных перевозок. Это говорит Свириденко. То есть, если ты дома начал замерзать или у тебя нет теплых свитеров, а еще вот именно то, что по последним новостям у тебя отжали хату, то, пожалуйста, 3000 километров у тебя есть. Ну, сегодня было, точнее вчера было хорошее заявление от Лукашенко по поводу украинцев. Он сказал, что украинцы для нас это благо. Давайте послушаем его. Но, думаю, простят меня украинцы, мы же ведь соединяем берега, в том числе и для них. Мы открыты, пожалуйста, проезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем, вашим семьям, вашим детишкам, обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения. Многие приехали в Гомельскую область и работают, мы готовы их принимать. Для нас, украинцы, это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие на одном языке. Но, тем не менее, беда. Беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой. Ну, это уже не ваша беда, больше это моя, но, тем не менее, обеспечить маломальски нормальную жизнь государство и президент обязаны. Ну, Зеленский, конечно же, отреагировал на это, сказав, что Лукашенко слишком много говорит в последнее время.
Если кто не знает, что Лукашенко его первым гнидой назвал, и после этого ему это прилипло очень близко. Ну и уже еще одна перемога. Все-таки водителя вот этого вот Анджелины Джоли, они все-таки мобилизировали. Дмитрий Пищиков рассказал, что его задержали на блокпосту и обманным путем попросили проехать в ТЦК, чтобы уточнить некоторые нюансы. При этом у него были в порядке документы, свежая ВВК, ну это прохождение в медкомиссии, а в розыске он не числился. Он рассказал, что возмущен действиями ТЦК на блокпосту и некоторыми действиями после. Ну, например, они его засунули в эту базу, что он в розыске, дорогие мои. Как-то так. Ну и, вы же знаете, сегодня мой главный герой — это президент Казахстана Токаев. Он сегодня просто показал пример, как можно отлизывать Трампу, и вот понял, наверное, какой-то своей там задней частью, что надо и Путину тоже, понимаете. Выдвинув в августе свои предложения по завершению войны в Украине, Путин проявил максимальную гибкость, считает президент Казахстана Токаев. Надо признать, что Путин проявил максимальную гибкость. Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед. Цитирует слова Bloomberg Токаева. Издание отмечает, что Токаев имел в виду согласие Путина заморозить линию фронта в обмен на вывод ВСУ из всего Донбасса. Ранее Путин требовал также вывести украинские войска со всей территории Херсонской и Запорожской областей. Также Токаев заявил о готовности принять переговоры Украины и России и считает, что завершение войны возможно. При этом, по его мнению, Путин не смягчит еще больше свои территориальные требования, потому что должен считаться с общественным мнением в России. Ну, я думаю, что не то, что считаться, а просто есть определенные цели. Но, как видим, он по отношению к ВВП очень осторожен. Ну, наверное, потому что ВВП не любит, когда кто-то ему там что-то пытается лизнуть. Вы проводили все-таки Анджелину Джоли. И вот этот водитель, ему счастье было перед, я не знаю, если он не сбежит оттуда, с этого фронта, значит, перед смертью увидеть Джоли, понимаете? Поэтому, если сбежит, то не перед смертью будет хвастаться своим детям. Уверен, что он сделал и фотографии, и все остальное. Как рассказали в ГПСУ, пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда подарили актрисе набор национальной символики Украины и Государственной пограничной службы Украины в благодарность за то, что она продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий. Ну, там казус на самом деле огромный случился. Конечно, если я вам покажу, разверну вот лицо вот этой вот, которая стоит спиной, слава богу, к нам, вы испугаетесь. Благо, лицо Анджелины сияет. Оно сияет, и вот это вот не надо. Там есть у меня фотография. Можете посмотреть на нее, на эту дамочку, вот, которая только от бутылки оторвалась. Вот, пошла Анджелину. А Анджелина такая, знаете, держится, не сдувает. Ну, сдыхались они от нее, сдыхались. Ну, поехали, дорогие мои, теперь уже по фронту. На Днепропетровском направлении складывается ситуация, которую уже можно назвать одной из самых критических для украинской обороны за последние месяцы. После сообщения о прорыве российских войск под Доброполем и Покровском внимание украинского командования было отвлечено туда. Мы уже это обсуждали. Тем временем войска России начали активное наступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Участки, которые даже представители власти называют практически неподготовленным к обороне. Сейчас же факт захвата Успеновки имеет не только тактическое, но и стратегическое значение. Это был бы один из ключевых опорных пунктов всей южной линии обороны. ВСУ на левобережье Янчура. Поселок, вытянутый вдоль реки на 5 километров, представлял собой насыщенный укрепрайон с плотной системой минных полей, бетонных
капониров, ну или капонеров, как правильно, я не знаю, не специалист я в этом. Его потеря обнажает фланги и создает угрозу для соседних населенных пунктов, в том числе Нового и Новоуспенского, где уже идут бои, дорогие мои. Вы просто вслушиваетесь и осознаваете то, что сейчас. Это аналитический такой срез, который идет, не мой. Вот. Но все же нужно вслушиваться в это, для того, чтобы строить дальше, а потом уже мы перейдем уже непосредственно к самому действию. В то же время прорыв на глубину до 5 километров при ширине фронта около 15 километров говорит о том, что россияне задействовали значительные силы. Если тенденция сохранится, появится угроза оперативного прорыва российских войск к Запорожью и выходу к коммуникациям, ведущих на Днепр. Даже без штурма этих городов их попадание в зону прямой угрозы, особенно парализовать логистику ВСУ и вынудить Киев к экстренным политическим решениям. На этом фоне тревожно выглядят цифры дезертирства в украинской армии. Свыше 21 тысячи СЗЧ только за октябрь и почти 183 тысячи с начала года. Это не просто статистика, а отражение выгорания мобилизационного ресурса. И вот эта комбинация потери укрепрайонов, истощения резервов и падения морального состояния личного состава сил обороны создает ситуацию, когда фронт может не просто просесть, а действительно начать рушиться, дорогие мои. Это аналитика украинского милитари канала, который рассказывает, что на самом деле происходит. Ну и хочу сказать, я не хочу загадывать наперед. Я хочу просто сказать, я сегодня посмотрел огромное количество жутких кадров, как собак ловят украинских мужчин на фронт, просто бьют и женщин, и всех остальных, кто пытается спасти. И я хочу попросить каждого, сделайте фотографию. Сделайте, не надо его со спины, постарайтесь сделать фотографию лица. Даже если он будет в маске, сорвите эту маску. Есть распознавающие, понимаете, когда к власти уже придут нормальные, то можно будет открыть доступ к, особенно со стороны, я имею в виду, силовых структур, которых опять же поменяют, доступ к базам данных, где есть распознавание по лицу. И можно будет идентифицировать каждого, кто принимал участие в убийстве народа. Это кучмизм и кучмовские демоны, которые это делают. Вот и есть только одна просьба. Потому что мы для себя сделали задачу, мы сохраняем видео. Но я знаю, особенно одесситы, и в большом количестве снимают их. Снимайте их лица. Потому что потом можно будет их распознать. Их можно будет распознать. Есть базы, они открыты для силовых структур. И можно будет за небольшие деньги каждое лицо распознать, идентифицировать и привлечь. Если уже даже не к уголовной, то еще к большей ответственности. Потому что все уже идет к точке невозврата. И когда вот эта тонкая грань сломается, они быстро начнут переобуваться. Быстро. Дорогие мои. На Днепропетровском направлении, дорогие мои, российские войска захватили населенные пункты Успеновка. Это тот, о котором как раз я вам читал, что вдруг, если его захватят, то это будет очень плохо. Это самый крупный укрепленный узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур. И Сладкая на стыке Запорожской и Днепропетровских областей. Площадь продвижения россиян составила 7 квадратных километров. О продвижении россиян на Днепропетровском направлении пишет и военный обозреватель Бильд Юлиан Рёбки, который отмечает, что после захвата российскими войсками села Успеновка им открывается путь на Гуляйполе с севера. Дорогие мои. Переходим теперь к встрече Трампа и Орбана, потому что она была продуктивна и результативна непосредственно для Орбана. Сегодня Зеленский также комментировал. Я не хочу комментировать его слова Зеленского. Вы знаете, это лжец,
Не могу подобрать эти более такие, знаете, насыщенные слова. У нас есть другой, да, там словарный запас, но я не хочу им пользоваться здесь на YouTube, поэтому можете переходить, опять же, на телеграм-канал. У нас там уже почти 80 тысяч, так что подписывайтесь обязательно туда. Там динамичная информация. Так вот, Зеленский сказал, заметьте, что если Орбан организует встречу между Трампом и Путиным, то Украина будет только за, лишь бы это принесло мир. Но Орбан, я вам сегодня рассказывал, точнее вчера, о том, что сказал, что еще пару вопросов надо решить. Поехали. Сейчас послушаем Трампа непосредственно, а потом, как обычно, перевод. Mr. Orban has requested an exemption as it relates to oil that is coming from Russia. Is that something that you are prepared to do? And may I ask Mr. Orban a question in regards to that very issue? Sure. We're looking at it because it's very difficult for him to get the oil and gas from other areas. As you know, they don't have the advantage of having sea. It's a great country. It's a big country, but they don't have sea. They don't have the ports. And so they have a difficult problem. There's another country that has that same problem, by the way. But when you look at what's happened with Europe, many of those countries, they don't have those problems, and they buy a lot of oil and gas from Russia. Теперь по переводу. В Венгрии, ну, это он рассказывает, почему в Венгрии он все-таки разрешает исключение из этих санкций. В Венгрии очень трудно получать нефть и газ не из России, у них нет портов. Но многие европейские страны не имеют таких проблем и все равно покупают нефть и газ у России. Штаты изучают возможность сделать исключение для Венгрии из режима санкций. Ну, Орбан уже уехал как раз именно с разрешением. Он также об этом уже сказал. Также Трамп заявил, что обсудит с Орбаном возможность встречи с Путиным, дорогие мои. Дай бог, дай бог, дай бог. Будем молиться за это. Турция выдала ордер на арест Нетаньяху и еще 36 представителей его режима. Ну, так как они называют. Поехали теперь оценки зарубежных наблюдателей. По оценкам зарубежных наблюдателей войны, стремление линии фронта предположительно начнется сразу после взятия Покровска, а затем ожидается активизация наступления России. Спрямление — это значит, когда котлы начнут, захлопнут их и начнут их высвобождать. То есть, когда горловины начнут схлопывать, дорогие мои. Затем ожидается активизация наступления России в районе Константиновки, я уже об этом говорил. После чего фронт сомкнется и официально начнется финальная фаза боев за Донбасс. Главными целями станут Дружковка, Славянский, Краматорск. Там тоже уже назревает большая такая котляра. При этом насчет штурма Краматорска железобетонной уверенности нет. В городе создана система капитальных укреплений, как это было в Авдеевке, а почти все мосты и путепроводы заминированы. Так что штурм города не является обязательным. Вполне вероятно, что его будут окружать и выжимать досуха всю группировку, как это было с Покровска. Килл-зона, дорогие мои. Ну, на этом у нас с новостями все, дорогие мои. Ну, их там еще есть достаточное количество, но я их почикал, оставил только самые нужные. Почикал я, имею в виду Зеленского и его сегодня заявление. Они там круглый стол, они опять там рассказывали, каких-то военных из барбершопа пригласили. Там было куча заявлений. Считаю, что ни одно из слов, которые он из своего рта не знаю, там, выталкивает, можно так сказать, не является ценным. Оно ничего не стоит, украинцы знают, миллиард обещаний, а результат какой? Мы все, как кочевники, тусуемся в Европе, кто где, вот нас уже может приютить батька, да, как говорят, и нет ни экономики страны, ничего, у людей сейчас будет отжимать кучу всего. У нас большие проблемы с генофондом нашим, ну, я считаю, что Зеленский сделал геноцид украинцев. И не только русскоязычных, дорогие мои, и многих других. Опять же, вспоминая слова, знаете, я читал недавно, как Садовой рассказывал какой-то газете из изданий кому-то, да, вот это чудо, экономическое чудо Львова.
И становится на душе очень противно и неприятно, что на войне кто-то рассказывает про экономическое чудо, дорогие мои. Кто-то зарабатывает. Сегодня также смотрел видео, есть у меня в телеграм-канале, как один из риэлторов сказал, что молдаване попродавали у себя хаты по 200 тысяч. Я не хочу говорить про молдаван нормальных, я столкнулся. И купил для себя там по 3, по 4 хаты в Одессе. И ждут, когда закончится война, чтобы на этом зарабатывать бабки. Хотя, сколько там стоила до войны квартира в Молдове, в Кишиневе? Я не знаю. 2 бутылки вина. Так что так, если смеялись, что бутсы для футболиста молдавского весь бюджет Молдавии составляли. Так что так. Ну, и это не в укор молдаванам, которые нормальные действительно. Хотя нормальных молдаван там все жмут как только могут. Это власть. Ну, я прекрасно понимаю, что Санду обкакается, когда все пойдут на мирные переговоры. Конечно, когда начнут вытеснять Зеленского, потому что это один из, мне кажется, пунктов, по которому как раз и не сошлись Рубио с Лавровым. Сегодня Песков отстаивал также Лаврова по поводу, там уже вбросы идут, что Лавров себя дискредитировал, его Путин хочет снять. Ну, как-то такое вбрасывает вообще просто. Кто-то хавает, ведется на это. Так что вот такие вот новости, дорогие мои. Взял то, что действительно интересное и очень важное. И на данный момент, вот пока я записываю, идет огромная массированная атака сейчас с участием ракет и баллистических, и крылатых ракет, и БПЛА, и на Западную Украину, непосредственно на Киев, и Одесса, Одесская область, там уже на момент записи, уже до момента записи, уже хорошо так вмазали, около 9 попаданий или 10 в одну и ту же точку лупили. Так что идет массированная атака. Я уже предупредил в телеграм-канале, чтобы заряжали себе батареи, пауэрбанки. Дорогие мои, обязательно подписывайтесь сюда, обязательно подписывайтесь на телеграм, потому что там в течение дня у нас идет как раз актуальная информация по обстановке, которая происходит как и в мире, так и я, пока у меня суды, я все время на месте, как видите, я сейчас не в дороге, и поэтому у меня достаточно времени для того, чтобы обновлять все в онлайне, дорогие мои, всю информацию. Подписываемся обязательно, и я вас всех обнял.